самолет. Вот он здесь. Это вот ваша еда. Индийскими специями. История. А вы последний заказывали, потому что? Наверное, не знаю. Да, потому что. Ну, погнали. О, тут Расскажу еще- вам вот это как красиво. про наше путешествие в Индию. Наши, где наши? 14. О, полетели. Красава. Что, вы приехали? Банда? Мы сидим в автобусе, ждем переезд из терминала 3 в терминал 1. Мы прилетели, долетели хорошо, быстро. Немножко растерялись с получением визы и проходом границы. Пришлось отпечатать пальчики, заполнить бумажки, а ручек нету. Вот. Но все вроде сложилось, мы уже вот сидим. Сейчас поедем. Ну, мы прошли Бедук-Битхуни, мы уже во втором. Там веселее. В первом терминале. В общем, мы тут гуляем. Где KFC? А еще я могу вот так сделать. Да? Вот так. О, так картинка лучше. Индия, кто бы мог подумать? Да. Мы ждем рейса в Ришикеш. Дехрадун, не ругай. Нам, как всегда, вставили палки в колеса. Да, первые потери у нас. Вернее, отобрали палки из У колес. двух Саш отобрали палки, они пошли выяснять. Это первая победа в Индии, бля. Отбили палки. Они пошли, Собрали поговорили. трехзвездных генерала. 4 двухзвездных. Перелистали все книги и разрешили. Супер. Это надо, Саша, знать. Теперь обратно будем лететь, чтобы знать, что можно. В общем, палки вернулись. Уже хорошо. Видишь, в Индии все срастается каким-то Потом образом, нет? пересадка на внутренний рейс в Дехрадун. В коридорчике прохладно. Мы идем на посадку в самолет. С ганчиком. О, хорошо. किसी भी सुरक्षा उपकरण का गलत इस्तेमाल और एग्जिट के साथ छेड़छाड़ करना एक दंडनीय अपराध है क्योंकि ये विमान की सुरक्षा को प्रभावित करता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। We request your attention for this important safety. Сам перелет быстрый, а дальше переезд в Ришикеш. Мы добрались до... Какой-то город? Это Дехрадун. Дехрадун. Сейчас мы взяли такси и поедем в Ришикеш. Это столица йоги, если кто не знал. Я бы еще добавил, что это столица экстрима, не меньше. Обалденный рафтинг, и там есть и банджи. В общем, одна прогулка по базару чего стоит. Пошли посмотрим.
Вон рафтинг идет. Сплавляется вон на рафте на белом. Юрка, вон белый рафт. Очень контрастное место. Шум, базар, мотоциклы, коровы. И в то же время мантры на ганге, огоньки на воде, запахи благовоний. Гуляем, знакомимся с Индией. А вечером идем на церемонию. Уже начало? А? Нет. В животе бурлит начало? Не должно было. Ну мы же все ждем этого. У меня как это, шок переваривается. Корова пошла своим путем. Здесь я чуть не наступил на индуса, лежащего под деревом. Я вот вообще не заметил. Гера, смотри, это твой кофе готовится. Смотри, Гера. Самое интересное. Он увидит это потом в фильме, в YouTube. Вечером на церемонии Аарти я внутрь не зашел, стоял, наблюдал снаружи. Разговорился с одним индусом и выяснилось, что, оказывается, не все могут туда зайти. Я имею в виду, не все индусы. И вот для него было большим удивлением, что я вроде как бы и могу зайти, но не хочу. Состоялся такой диалог. Почему не заходишь? Ты же можешь. Я говорю, да, просто не хочу. И вот в этот момент он реально завис. Похоже, в его картине мира это было невозможно. Вот на фото видно, сколько там стоит снаружи людей. И обратите внимание, в какой тесности они все стоят. Церемония очень красивая. И еще я понял, что у индусов нет понятия личного пространства. Они могут стоять тебе впритык и дышать в ухо. Снаружи, кстати, тоже скучать не приходилось. Тут и там проходили какие-то процессии мимо. А под конец все участники вошли в какой-то энергетический транс. Те из нас, кто зашли внутрь на церемонию, ловили настоящий экстаз. Танцы, это всеобщее настроение, они были под большим впечатлением от этой церемонии.
Мы славно поужинали в одном удивительном месте с видом на реку Ганг. И шикарнейший вид, вкуснейшая еда. В общем, первый день в Индии был богат событиями, приключениями. Итак, следующий день – сплав по Ганге. Рафтинг, 35 километров бодрого течения, перекатов и сюрпризов. Отдельно хочется поблагодарить команду Red Chili Adventure. С ними наш рафтинг стал незабываемым, и нам очень понравилось. И вот один из наших решил, что момент идеальный, чтобы запустить дрон прямо с воды, прямо из лодки. Рука вверх, дрон заводится, камера гудит. И тут дрон как будто такой: не, ребят, я не готов к этой поездке. И прямо в реку. Глубина, течение, прощай, летающий дрон. Мы в шоке, наш товарищ в молчаливой печали, рафт в покатах, а Ганга унесла дрон в свои объятия, не объясняя причин. Ну что сказать, было обидно, но если честно, выглядит эпично. Картинка, Ганга, шум воды и дрон делает буль. Вот за такие моменты мы любим приключения. Nice and easy, yeah, you guys, come on. Boom. Пусти лапку, Леха, пусти. Пусти, Да, еще хочется добавить, что из-за того, что это самый длинный маршрут из дневных маршрутов, то есть 12 километров, 25 и 35, и это длится около 6 часов, то где-то посередине мы остановились, и у нас был полноценный обед индийской кухни, очень вкусный обед и сытный. Нам очень понравилось. В общем, конечно же, самые горячие рекомендации с ребятами из Red Chili Adventure. Если вы будете в Ришикеше, рафтинг обязательно. Знаете, вот как бывает, произошел прям какой-то коннект между нашей группой и инструктором. Мы все вся наша группа, это был один рафт, нас было 9 человек. И он довольно быстро понял, что мы не только пришли сесть, догребсти и выйти. Он понял, что мы готовы к любым вызовам. И
И было очень интересно. Мы устраивали конкурсы, мы обгоняли другие рафты, мы играли в облей друг друга, мы выпрыгивали из рафта, запрыгивали обратно, пытались стоять на борту рафта, танцевали. В общем, спасибо большое инструктору. И он сделал этот рафтинг незабываемым и оставил в нас очень много приятных, позитивных впечатлений. Спасибо. It's better than bigger. Очень серьезнее, хоть на минуту. We almost, guys. We almost. Okay, stop here. Okay, find your balance. Very good. We almost. Look, where's the position? My position is there. You know. So okay, now you guys start doing backwards slowly. Hey, nice, man. Flying, like flying. Yes, like a bird. I'm flying. And look at this guy. Wow. Hold. Oh. Саша! Несмотря на то, что... And now faster, guys, faster. Что я должен делать? Professional level. Wow, we are very good. Ну и, конечно же, куда без традиционной фотосессии с флагом. Oh yeah, sure. Гера, неожиданно. Let's go. Cameraman. Yes. Himalaya Adventure. У нас тут прямое включение. Мы закончили рафтинг, приехали назад. Пока мы ехали, мы все получили смс-ку в WhatsApp от компании Air India, которая подвинула рейс на 10 часов назад. Вместо 6 вечера на 6 утра. И теперь у нас раздумье, что нам с этим делать. В 6 утра в Дели мы никак не можем попасть. Наш самолет прилетает туда в 9 утра. Ихний автобус прилетает туда в 6 утра. И, в общем, у нас нарисовалась какая-то маленькая проблема. Давайте посмотрим на эти озабоченные лица. Насколько кого эта ситуация парит. Юрка, здравствуй. Как тебя парит эта ситуация? Остаюсь еще на неделю. Димка, тебя парит эта ситуация? Что надо будет делать? Ну, париться ты не хочешь пока. Пока нет. Окей, Сашка? Я еще пока не парюсь. Сашка не парится? Вот это открытие сезона. Что-то мы сделаем. Санька не парится. Леху я даже спрашивать не буду. Он не парится вообще. By default на мосте. Петя, в связи с новыми открывшимся событиями, как ты себя чувствуешь? Парит тебя это? Немножко неприятно. Немножко? Могут испортить последний день, и нам надо сейчас что-то придумать. Короче, у меня Думаю, батарейка разрулим. садится. Саша, как ты? Как говорится, если ты можешь на ситуацию повлиять, значит, Повлияй. повлияй. Если не Значит, можешь, не так- парься. Если не можешь, тоже не парься. Это очень хороший подход. Батарейка сел, не успел заснять, потому что Гер сказал, ну Гер тоже не сильно парит. Ходили мы, короче, в темпу. После рафтинга я даже кроссовки снимал. Все поняли правильно. Состояние, как Юрка сказал, состояние нозли. Растекаемся здесь на ступеньках каких-то. Там Вау. пацаны... Да. Все, бай. Да. Ночевка в семи-слипер-автобусе – это когда не сидишь, но и не лежишь. Лично я не особо выспался. И, может быть, дремал немного. Но были среди нас и те, кто отлично отдохнул. Это экономит нам время. И едем, и спим.
Утром выходим, автобус остановился где-то на трассе. Люди выходят, вещи достают. И вот стоит чей-то чемодан, а хозяин в автобусе не вышел. А автобус поехал дальше. Чемодан остался. Мы приехали в Косоль. Хорошее местечко. Ну что, мы добрались до Косоль. Была такая нелегкая ночь. У нас переезд в автобусе, потом еще один автобус, потом такси. Ну, вроде нормально доехали. Поспать не совсем удалось, но тоже ничего. Слип-бас — это раскладывающееся сиденье, но не было не очень удобно. Сейчас мы вышли из гостиницы, оставили вещи в гостинице. Вышли из гостиницы, покушали тут забегаловки на дороге. Типа бургер. А из чего был этот бургер вообще? Я думаю, что это... Курица? Нет, это вегетарианский. А, это вегетарианский? Ну, Мне очень кажется, похож на мясо. Как крувит. Может быть, крувит было, да. А, ну очень вкусно. Очень вкусно поели, чуть-чуть перекусили. Сейчас идем в Косоль погулять. А оттуда в Малану, наверное, да? Малану оттуда? Соль с целью найти машину. Машину в Малану. Поворот был, мы проехали. В общем, едем в деревню Малана. Да, Проводник. Да. Хотели поехать в Малану, но оказалось, дорогу туда просто смыло. Проезд невозможен, и только если час ехать, а потом 3 часа пешком. В общем, понимаем, что не успеваем. Не в этот раз. Решили вместо Маланы едем в деревню Крахан. Садимся в джип и начинается поездка по горной дороге, да еще в кузове. Ветер в лицо, красота кругом, трясет, но весело. Почти как экскурсия, только без страховки. В машине там кто? Сашка? Два Сашка. Два Сашка. А Гера? Гера там. Сейчас вот туда поедем. Нормально, очень хорошая дорога. Может, и хорошо, что не Малану поехали. Вау. Сама дорога тебя даже в машине. Не надо назад. Мы еле разъехались. Вау. Парк аттракционов, вообще отдыхать. Парк еда. Американские горки. Индийские Последние 100 метров вверх все равно пришлось идти пешком, дальше джип не едет.
Грахана мы не добрались, к сожалению. Ну, мы добрались до драм. И здесь драм. Как? Чего Г? Саш, как называется? Грамм. Грамм. Грамм как килограмм. Гахрам, короче, мы приехали. Тут тоже замечательная деревня. Интересно. И ничем не хуже, а может даже и лучше Мала. Вон тропинка внизу. Вашей деревни правила проезжать. Вот такой вид здесь. Куда пошли? Ну, там улица новая, там другая. Соседов. О, Саша по треку идет. Слушайте, ну это типа как по вашему балкону сосед проехал. Грахан – это та самая деревня вне времени. Никаких машин, только тропинки, покосившиеся домики, детвора, играющая на камнях. Ну, в общем, гуляем. Вот так вот. А, они в крикет играют? Англичане? Ну, в Индии. Индия очень крутое место международной лиги по крикету. Они то ли первое, то ли второе место постоянно берут. Дим, Да, куда рыб, вот это? типа того. Не пизди, не может быть. Ну, не такой джифа, бля. В Узбекистане чистый арык. Опять у нас тут передряга, да? Пошутил вверх. А там что? Я предлагаю посидеть, пока Соколовский придумает. В этой деревне нам уже открываются потрясающие виды на заснеженные горы. Величественные великаны стоят со всех сторон. А мы что, просто ходим смотреть, или мы ищем место, где упасть? Не, мы смотрим. Там можно обратно упасть. Может, он знает секрет, что мы опять там упадем. Подожди, а мы решили, где мы обедаем? Обратно в Косоль возвращаемся пешком. Дорога занимает час-полтора. По пути мы встречаем горные реки, величественные сосны и начинаем знакомиться с природой Гималаев. Там целая стая, вон. Смотри, наверху целая стая свиней. Вот так живут люди, вот так люди живут, вот так мусорка здесь. В таком обалденном лесу. Я уже прожил вчера целую жизнь, позавчера целую жизнь, сегодня третью проживаю. Ну, ты доволен? Очень много впечатлений. Я очень рад, что у нас это происходит. А теперь переведи камеру туда, покажи, как люди живут. Да, вот. Остаток дня мы гуляли по базару, покупали подарки, а потом поднялись в кафе на крыше, где покушали очень вкусных мамошек. Это такие как пельмешки или мантышки. Причем их довольно много разновидностей, как вегетарианские, так и мясные, и очень даже вкусные.
Следующий день собрались идти на трек в Киргангу. Половину вещей оставили в гостинице в Касоль, чтобы не тащить все на себе. Администраторы выдали такие плотные мешки, упаковали, подписали, как в экспедиции. До начала трека ехали минут 40 на такси, а потом вперед пешком. Сказать, что трек красивый, это не сказать ничего. Сосны-гиганты, шум реки, скользкие мостики, водопады. Ты вроде идешь, но постоянно хочется останавливаться, послушать, понюхать, сфоткать, просто постоять. И все это в каком-то волшебном тумане. Как будто вы попали в «Властелина колец», только с чаем масала. Кирганга встретила нас красивым закатом, шикарным видом на горы вокруг нас и горячими источниками. Да-да, там горячие источники, прямо посреди гор. Сделаны как душ, бетонная стенка, из нее торчат трубы и течет кипяток. Ну мы дошли до верху. Жив-здоров вроде. Было непросто. Вон номера авиапишные. Еще не все даже дошли. Сейчас дойдут. Не, вон наш домик, что Ю, давай расскажи. не факт, мы, может, еще откажемся. Что ты думаешь про сегодня? Еще раз убедился, зачем
Посмотрите. Вот она мощь. Вот там пацаны пятиместный, звездочный номер изучают. Вот первый раз будем жить. Бабайт, который сделан не пах. Очень давно хотелось попробовать. Так что Хевель Парвати нас не расстраивает, вообще ни разу. Это посуда для нашего ужина. Там вот печка горит, на ней мы готовим. А это наша палатка. В ней мы будем спать сегодня. А у нас тут гроза намечается, и молнии. Ну, вторая палатка, так что все у нас хорошо. Ты идешь после целого дня в горах, раздеваешься, и первое ощущение, горячо, но потом ты стоишь под этой струей, вокруг горы, пар поднимается, и ты просто растворяешься в этом моменте. Лучшее, что может быть после трека. Ну, почти. Ночь в Кирганге – это отдельный жанр. Мы ночевали в шалашах, и тут бах, начинается гроза. Грохот, молнии, ветер, шалаш весь просвечивается от вспышек. Я лежу, считая секунды между вспышкой и громом. 3, 2, бах! Иногда близко, иногда прям под носом. Утром выглянуло солнце, и мы, пока оно есть, решаем, идем вниз. Даже не завтракаем, просто собираемся и в путь. Переход через плотину тоже отдельная история. Охранник все время свистел. То ли нельзя останавливаться, то ли фотографировать, то ли ему просто скучно. Мы так и не поняли. Сегодня подходит уже ночь середины дня 4-го. Пройдена. Мы ночевали на Кирганде. Было очень атмосферно, вкусно и красиво. Сейчас мы спустились вот оттуда с гор. Сейчас идем в другую деревню, называется Тош. И сегодня мы тусим здесь, а завтра отсюда едем в Хасоль. Забрать вещи и на автобус. А завтра еще есть поход на ледник. Вот такие у нас дела. А идем мы пешком до гостиницы, потому что здесь заторы, они не могут разъехаться на этой узкой дорожке. Здесь вот такое вот. А там вот такое. Этим утром по плану была легкая прогулка на ледник. Но как это часто бывает в Индии, у природы был свой план. Мы немного разделились. Кто-то ушел пораньше, кто-то попозже, а кто-то вообще никуда не пошел, остался в деревне. Большая часть собралась в Кутли, деревушка на полпути на ледник. Место атмосферное, как из открытки. Обедаем, болтаем, и тут погода портится. Резко, холод, ветер, гром и град. Облака прямо над головой. Поняли, вернуться обратно в Тош уже нереально. Остаемся здесь на ночь. Только один маленький нюанс. У меня все вещи остались в Тоше. Я вышел на легкую прогулку с маленьким рюкзачком. Так что я спал в пуховике, с капюшоном, в носках, во всей одежде. Впервые в жизни. Зато тепло. Ну, почти.
Из-за погоды весь наш дальнейший план летит в трубу. Мы собирались ехать в Драмсалу, оттуда самолет в Дели. Но стало понятно, мы туда просто не успеваем. Билеты пришлось отменить. План Б – ехать в Манали. А по пути заехать в Касоль, забрать оставленные вещи. Пускаемся в Тош, забираем рюкзаки, купаемся и в путь. И вот по пути обратно становимся свидетелями древнего ритуала, устроенного жителями деревни Тош. В Касоле находим 2 джипа, которые отвезут нас в Манали. Делимся по 5 человек и в путь. По дороге решаем перекусить. Просим водителя завести нас куда-нибудь перекусить. Он находит кафе, мы заходим, он остается снаружи. Заходим, садимся, делаем заказ. И тут грузовик, стоявший у входа, отъезжает. И нашей машины за ним нет. Просто исчезла. А в ней вещи, деньги, документы одного из нас. В общем, он начинает метаться, уходит искать, уходит далеко вправо, уходит далеко влево, возвращается с глазами по 5 рублей. Наша индийская гостиница в городе Манали. Вот такой вот санузел с черной ванной, лежавым унитазом. Вот такой вот я. Вот такая комната. Это дверь к соседям. Это одеялка. Здесь такой вид на лес. Вот так вот. На следующий день прогулка в деревню Вашиш. Завтракаем в кафе с видом на снежные вершины. Просто волшебство. Потом идем к водопаду, дышим, фоткаем, радуемся жизни. На обратном пути обед в ресторане Башо. Очень вкусно, очень душевно. И тут выясняется, у них есть комнаты. Смотрим, просто супер. Решаем в гостиницу с крысами, не возвращаемся. Кто-то из наших поехал, забрал вещи, и вечером мы уже в роскошных апартаментах. Прям контраст. Скалы.
нас тут бабушки с зайцами ходят, предлагают сделать фотку. А здесь в храме церемония, а там сидят, поют. В общем. А где Леха? Куда он делся? Леха был. В общем, аутентично. Так стирают вещи люди. Ну-ка. Стирка сегодня. Банный день. Да, вода горячая из источников, поэтому стирка удачная. А раз туда идти, ее... Сегодня у нас 8-й день нашего путешествия по Индии. Классное путешествие, мне очень нравится. Посетили много интересных мест, погуляли. Прикольно. И отметили вчера. Выпили рому. Тоже было прикольно. Да, вот такая вот есть фигня. Сейчас пошли погулять немножко здесь. Эта деревня называется... Как она называется, деревня эта? Где мы в гостинице остановились? Манали, Манали. Это город Манали. Там у нас гостиница. Вот. Так что ходим, гуляем, смотрим достопримечательности. Белые люди сидят. Такой лес идем. Громадные сосны. Настя, сегодня мы спим в комнате чуть-чуть получше, чем вчера с Крисом. Туалет не покажу, Леха зашел, вот такая спальня. И такой вот этот, и самое-самое личное. Такой балкон здесь. Вот такая ванна, туалет. Даже тапочки для душа есть. Следующий день отъезд. Находим автобус из Манали в Дели. План около 12 часов в пути. На деле получилось 14, да еще и с пересадкой. Первый автобус был современный, чистый, все работает. Потом пересадка. Тут автобус на 20 лет старше. Кондиционер то замораживает, то вообще не дует.
Стекла дрожат, двери скрипят. Old school. Я готов. Борь, привет. Привет. Как твои дела? Давай сделаем это быстро и коротко. Наярчайшее впечатление всей поездки. Твое ярчайшее впечатление всей поездки. Нету ярчайших, много впечатлений. Ярчайшие, Ну, топ-3. когда я вот один шел через ледник, это было супер круто. Одному через ледник под дождем, сесть, помедитировать в лесу, вот когда оказался один в кучку. Экспириенс одному, короче говоря. Да, я раньше никогда не хотел, тут я задумался, может быть, я хочу пойти в трек один вообще. Это сильное впечатление, конечно. Окей. Где-то в час ночи нас завозят на перерыв в торговый центр. Да-да, час ночи. А там люди, дети, семьи. Кто-то ест, кто-то покупает, кто-то просто гуляет. Как будто середина дня. Индия, ты снова удивляешь. Добрались до Дели. Тело просит покоя, но аэропорт, досмотр. И тут у меня новая проблема. Я не вытащил из рюкзака всю электронику. Офицер смотрит. Это твой рюкзак? Мой. А камеры? Мои. А почему не вытащил? Я стою босиком без ботинок, потому что снял их по правилам. И вытаскиваю. Одна камера, вторая. Аккумуляторы, провода. В итоге все окей. Просто это все проверили отдельно. И вот мы дома. Общее впечатление от поездки – восторг. Открытием стала индийская еда. Очень вкусная и совсем не обязательно острая. И главное – вегетарианская, но при этом полноценная. Готовят на крохотной печке, но так, что пальчики оближешь. Природа – отдельный разговор. Гималаи мощные, строгие, бесконечно красивые. Мусор, да, есть, но видно, что об этом думают. На треках таблички, запреты на пластиковые пакеты. Хорошее начало. Индия – страна контраста, но в этом ее сила. Мы увидели маленький кусочек, но он уже остался в нас. Хочется вернуться, посмотреть еще, понять глубже. Спасибо всем, кто был рядом. Вы лучшие. И да, были споры, были недопонимания. Но общее – это радость, поддержка и ощущение, что мы были в настоящем приключении. И, надеюсь, не в последнем.